Нет идеальных вещей. Либо вещи являются слишком дорогими, либо неремонтопригодными. Могут ужасно выглядеть и быть крайне функциональны. Либо наоборот, великолепно снаружи, но ломаться раз в неделю. Конечно, есть топовые бренды носимой электроники и домашних гаджетов, которые вы в любой момент времени можете отнести в гарантию и вам их вернут. Возможно. Или поменяют на новые. Возможно. Но кто из вас до появления Xiaomi видел на каждом втором молодом человеке носимый гаджет? Кто задумывался над перманентным подсчетом пульса? Считал, что телефоны могут быть не только красивыми, быстрыми, надежными, но и нереально дешевыми. Или есть те, кому попадались ультразвуковые щетки до $100 США, которые не развалятся у вас через 3 дня использования и при этом станут эталоном для копирования своим китайским собратьям. 80 дочерних компаний, своя краундфандинговая платформа, и не все, что делает корпорация Xiaomi, является эталоном. Но топ-10 товаров, которые, по моему мнению, сильно изменили мир к лучшему, я для вас сейчас назову. И я ими пользуюсь по сей день. А вы сами решите, стоят эти штуки моих дифирамбов или нет. Tube261, всем привет, вы на канале Пользы.нет, и несмотря на то, что, наверное, больше всего критики товаров Xiaomi вы найдете именно на моем канале, я считаю себя их ярым фанатом. И мое знакомство началось с ними с покупки умных часов Amazfit Pace 2 года назад и не закончилось по сей день. И перед моим топом я бы хотел отдельно отметить, что все товары, которые попадали в мой топ-10, находятся в моем ежедневном использовании. Напомнить об этом еще раз. И на все товары, что вы увидите в ролике, на моем канале есть обзоры, поэтому, чтобы не затягивать этот топ, я не буду слишком долго ударяться в детали, а расскажу вам в общем. И если вас что-то заинтересует, в прикрепленном комментарии будут ссылки на все обзоры этих товаров. Ну а теперь, как всегда, кратко, быстро и емко, топ-10 вещей Xiaomi, которые изменили мир. Первое — это зубная щетка, средство личной гигиены, от которого у каждого из нас жизненный уровень и комфорт становятся в разы лучше. Начал я с модели Xiaomi Suka Sonic Electric Toothbrush X3. И это именно то место, где большинство начинает роптать. Есть Philips, Braun и много других именитых фирм. А я отвечу, у меня было больше 5 различных щеток топовых производителей. Да, именно тех, которые продаются с дополнительными станциями и ирригатором. И ни одна из них не была столь эффективна, как эта. И я знаю, что у многих эти щетки выходят из строя через год. Моя щетка пока жива. У супруги сломалась через 1,5 года. Но это скорее от постоянных переездов и не особо аккуратного хранения. Да и добила эту щетку моя ломающая все и вся чистка. В ней под кнопкой скапливается всякая дрянь, и если неаккуратно ее почистить, внутрь корпуса может попасть вода. Но это я отвлекся. Бешеное количество режимов работы щетки. Дизайн, который даже в московской фешемебельной квартире будет к месту. Эта электрозвуковая щетка имеет коробку как у ожерелья, несколько режимов, собственную программу на телефоне, которая, кстати, очень даже хорошо сделана. Цена в $40 США с доставкой и вообще 37 тысяч колебаний в секунду. И я уверен, что у вас, как и у меня, чистка у стоматолога будет необходима не чаще, чем раз в год. И те, кто считает, что это реклама, сильно ошибается. Я себе не враг, а мой канал растет только за счет пользователей, которые благодарны мне за мои советы. Канал не коммерческий, поэтому супруги, даже после того, как эта щетка умерла, я купил их щетку Ocean Clean, а у сына у меня Xiaomi-шная щетка для детей. И как вы прекрасно догадываетесь, для детей у них сделан товар с хитрецой. Пусть и ненадолго, но игра на телефоне, которую можно проходить только когда чистишь зубы, довольно неплохо помогает приучить ребенка к электрозвуковой щетке. И это не первое место. Все эти 10 товаров, о которых я расскажу, для меня равноценны. Второе. Фитнес-браслеты. Миллионы проданных копий. И как Mi Band 2, так и Mi Band 3 и Mi Band 4 приблизили нас к сознанию того, что своим здоровьем стоит заниматься. Понятно, что большинство пользователей эти штуковины покупало и будет покупать исключительно как дань моде и оповещений. Но вы сами до второго Mi Band реально задумывались о носимых гаджетах? Но если вы фанатик, вы стали задумываться после первого Mi Band, но обычным пользователям, как и мне, нужен был экран, поэтому я начинаю свой отсчет со второго. Вы знаете гаджеты, которые будут работать за $30 США и не ломаться на 5-й день использования? А теперь в 4-м бенде мы имеем цветной дисплей, очень добротный пульсомер, автономность в 3 недели, стоимость с доставкой в $29 США, русский язык, бешеное количество аксессуаров, оповещений и даже подсчет грибков при занятиях плаванием. Не говоря уже о возможности дистанционно управлять плеером, камерой телефона и при нахождении в Поднебесной возможностью расплачиваться за товары и проезд. Да у них в Китае даже голосовой помощник с этим браслетом работает. И не говорите мне о Huawei. Да, они внесли свою лепту, подгоняя Xiaomi к разработке более дешевых и сбалансированных девайсов. Но уровень их глючности, по моим меркам, просто беспределен. Но это опять же мое мнение. И этот продукт изменил наш мир, это факт. И сейчас мы даже не замечаем, как этот браслет
браслет стал самым обычным и привычным предметом для нашего использования. Можно сказать, Xiaomi сделала себя через него. И третье, телефоны Xiaomi. Их так много, что обычный пользователь с легкостью может поломать себе голову в их моделях. То, что у меня в руках, помимо эпичного Redmi Note 4 Global и Redmi Note 5, было это Mi 9 и Redmi Note 7. И несмотря на то, что я везде стараюсь найти недостатки, четвертый Redmi продается до сих пор. Притом довольно эффективно. И даже я бы с ним до сих пор ходил, если бы не разбил экран. А желания заморачиваться с ремонтом у меня не было, при том, что у Xiaomi ремонт стоит обычно примерно так же, как и сам девайс. На Mi 9, который уже можно купить за лояльные $390, и Redmi 7 за $139, с которым я хожу, являющийся эталоном того, какие именно мобильные гаджеты нужно делать для массового использования, у меня есть обзоры. Мой P20 Pro от Huawei с виду ничем не отличается от пресловутого телефона Xiaomi, который обошелся мне в 4,5 раза дешевле. И сказать, что это печаль, я не могу. Это и есть прогресс. Прогресс благодаря Xiaomi. Качество может стоить дешево. И да, все эти телефоны не идеальны. И даже топовые телефоны не идеальны. Просто вопрос стоимости и качества. Так вот, стоимость и качество, если суммировать, у Xiaomi на высоте. Четвертое. Бритвы Xiaomi. Они выпускают их под различными брендами различных форм. И я не могу сказать, что это идеальный выбор для жесткой щетины. Хотя она у меня жесткая. Но для кожи, подверженной раздражению, самое то. Мало того, что есть модели бритв, которые стоят иногда по $10 США вместе с доставкой, так на них еще и сменные лезвия отдельно продаются. Последнее, что я купил и чем я пользуюсь, наконец имеет расцветку, которую легко заметить, даже если ты забыл, куда ее положил. Плюс имеет вход для зарядки Type-C. Наконец! Я думал, что не доживу до того момента, когда бритвы можно будет заряжать тем же кабелем, что и телефон. Пятое. Наушники Redmi AirDots. До этих ушей я вообще скептически относился к наушникам Xiaomi. И те, что я тестировал, всегда имели отличный пластик, великолепную посадку в уши, отличное звучание, но даже топовые беленькие Xiaomi AirDots и AirDots Pro отличались бешеным количеством брака, глючностью и очень такой приличной ценой. А демпинговать неидеальным товаром с ценой, как у всех, не так и просто, даже за счет бренда. Здесь и Blitzwolf за такую цену, и Huawei, и Meizu, да много всего. Но Xiaomi решили сделать ход конем. Дешевый пластик, который с расстояния вытянутой руки выглядит довольно прилично, отсутствие в комплекте кабеля питания позволили уменьшить цену просто предельно. Минимальные габариты устройства, и они и правда меньше почти всех ушей, которые есть на рынке. Отличное звучание и механическая кнопка просто взорвала интернет не меньше, чем браслет Mi Band 2. Redmi AirDots по психологически комфортной цене в $15 США. Шах и мат всему беспроводному миру наушников-затычек. Можете сами посмотреть на их продажи, и можно долго критиковать этот товар, что я и делал в своих обзорах, но отрицать его эпичность просто глупо. Браво, Xiaomi! Кстати, кто не подписан, подписываемся с колокольчиком. На канале раз в 2 недели за лайк, подписку и коммент. К любому видео разыгрывается Mi Band 3 и Honor Band 4 Run Edition. На данный момент еще разыгрываются умные часы Amazfit Bip и Mi Band 4 несколько штук. Условия в описании к видео. Шестое. Робот-пылесос. Да, у него всего одна боковая щетка. Он прост как пробка, выглядит как космолет и по надежности превосходит все, что есть на рынке этих устройств. Немногим дороже $200 США вместе с доставкой. Он 100% перевернет ваше мнение о том, какая должна быть умная домашняя техника. Я очень много, долго и часто спорю с бывшими владельцами других роботов-пылесосов по поводу того, что лучше. Бывшими от того, что у них у всех они умирают довольно быстро. Xiaomi-шный пылесос на 100% ремонтопригоден, при том, что вы всегда можете сделать это в домашних условиях. Убирает чисто, пережил у меня 2 переезда. Кратко советую, и вряд ли вы найдете более выгодного и красивого помощника для себя. Как я его сильно убил за год, можете посмотреть в ролике. Я специально не брал новый, я специально подождал, пока он у меня помучается, на нем появятся царапины, и проверить, выдержит ли он мою неаккуратную эксплуатацию. Так вот, выдержал, работает до сих пор. Седьмое. Умные часы с GPS и автономностью в 40 суток. Да, я говорю об Amazfit Bip, и не нужно мне говорить, что Xiaomi сейчас не является их владельцем. На момент выпуска данного девайса они минимум имели равноценное партнерство с Huawei, и поэтому я обоснованно считаю это их товаром. Часы, которые могут записать ваш путь без телефона по собственному датчику, с трансфлективным дисплеем, удобными габаритами и подозрительно похожие по форме на Apple Watch, только тоньше. Видны даже на самом ярком солнце и имеют информацию на дисплее всегда. Не гаснут, не раздражают и на данный момент по праву являются народным девайсом, ведь их реально купить за $60 США, а если потерпеть и подождать каких-нибудь распродаж, можно и за 50, хотя есть некоторые пользователи, которые писали мне, что купили их вообще за $40. Можно сказать, что по цене браслета. Восьмое. Powerbank Xiaomi. Их у меня было уже 3 штуки. Именно на обзорах. Но особенно
уверен, выглядеть я хочу модель Mi Powerbank 3. И в первую очередь потому, что моя семья им до сих пор пользуется. Заряжать пауэрбэнком ноутбуки, это я вам скажу уже прямо настоящий 21 век. И я знаю, что Xiaomi в этом не первые, но первые выпустили качественный продукт по доступной цене. Или вы посоветуете еще какой-нибудь подобный не ноунейм по цене в $39 США? Также я тестил довольно дешевые на распродажах в районе $16 США банки Xiaomi Powerbank 2 беленькие, на которые я не видел плохих отзывов, в отличие от лоукостовых стареньких моделей Xiaomi на 10 тысяч мАч. А последней у меня была банка с возможностью беспроводной зарядки, также от Xiaomi, от которой у меня остались только положительные впечатления. Все тесты и обзоры, напоминаю, на канале, кому интересно. 9. И здесь идут различные удлинители. Они компактны, красивы, под них выпускают коробки для скрытия проводов по баснословным ценам. Но сами удлинители Xiaomi крайне практичны и довольно экономичны. И если коврики, мыши, наушники и другие их аксессуары я у них использую, но знаю, что есть не менее выгодные предложения на рынке, подобных Xiaomi-шным удлинителям в моем поле зрения товаров нет. И, к сожалению, в этот пункт я даже любимую селфи-палку Xiaomi поместить не могу. Ничего в ней нет особенного. Хотя все товары у них очень качественные, как и кроссовки от Midgi или рюкзаки от Xiaomi, которые пользуются просто бешеной популярностью, так же как и ролики на моем канале про них. Хотя я не уверен, что каждый может пойти и выложить те же 6000 рублей или 4000 рублей за рюкзак. Можно в том же Nike купить за 2 на распродаже. И в этом Xiaomi не демпингует никак. 10. И это штуковина, которая помогает сохранить мое зрение в 35 лет. И вы не угадали, это не мои любимые очки для компьютера. Уж очень они дорого стоят, даже для защиты зрения. А их настольная лампа, которую они сделали совместно с Philips. И я очень надеюсь, что вы, досмотрев до этого места, способны воспринимать то, что я скажу. Когда маркетологи постоянно нам рассказывают о всяких нововведениях любых домашних вещей, мне хочется зевать, как и вам. Но эта штуковина с задним светом просто нереально разгружает ваше зрение. И да, я в курсе, что есть еще пару производителей, которые используют эту идею в своих девайсах. Но первое, стоят они либо так же, либо дороже, а второе, сделано они, по моему мнению, абсолютно без души и стиля. А Xiaomi сделала и правда достойный продукт, которым я пользуюсь, и он меня безумно радует. Резюмируя сегодня тем, что я как фанат данной марки давно победил себя в отношении слепого поклонения ей. И когда на руках у меня появляется очередной товар фирмы Xiaomi или их дочки, я уже прекрасно могу сказать, стоит он своих денег или нет. Или за эти средства есть другие аналоги. Те товары, о которых я рассказал, в моем понимании конкурентов на данный момент не имеют, ну исключая, наверное, наушники, потому что там марок, конечно, очень много. На все товары у меня есть обзоры на канале, ссылки на их покупку и на обзоры будут в описании к видео. Обычно обзор не дольше 5 минут. Есть вопросы, пишем, отвечу всем. Подписывайтесь и участвуйте в конкурсах. Канал маленький, но домашний. Рекламы у меня нет, и она еще не скоро появится. Если делать дальше подобные топы-обзоры, ставьте лайк и делитесь, а по возможности приободрите меня добрым комментом. Буду очень благодарен. Мата на канале нет, минимум 3 обзора в неделю и 1 стрим подписчикам обеспечены. Девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.